Всем привет! На календаре у нас сегодня 2 сентября, завтра тот самый день. Сейчас утро, и мы перенеслись в Москву с вами. Ну и как обычно, утром просыпаюсь, думаю о том, что мне предстоит. Может быть, кто не знает, но у меня 3 цеха в 3 городах, 3 мебельных цеха. Это в Ростове самый первый мой цех. В Москве мы уже работаем 2-й год. И вот, да, с этого года летом решили открыться еще в Краснодаре. Первые 2 месяца лета я провел в Краснодаре и занимался краснодарским цехом. Я поехал в незнакомый мне город Краснодар и попытался с нуля открыть там новый бизнес. Это не могло не сказаться на работе 2 остальных цехов. Я, в принципе, это предусматривал, догадывался, что так будет, что, скорее всего, может работа в других цехах пойти как-то не так. И, собственно, чего ожидал, то и случилось. Пока я отсутствовал и был в Краснодаре, привезли заказы. Вот он, первый диван, угловой диван. Вот такой вот большой комплект мебели. Это здесь диван и 2 кресла. Тем временем моя ростовская команда в мое отсутствие распадается. В цеху никого нет из рабочих. Ни обивщиков. Вон 5 швейных столов пустуют. Ни одной швеи, никого. Такая подстава. Уходят ключевые сотрудники. К ним нет никакой претензии. С их стороны это выглядело, как бы логично. Потому что была неопределенность, меня не было. А в мое отсутствие, не все идет гладко, потому что невозможно дистанционно предусмотреть всех каких-то моментов, недочетов, они так или иначе случаются, пробуксовки в работе. И из-за этого нависла угроза просрочки по заказам, несдачи. В общем, не самая радужная картина. И я, естественно, бросил все в Краснодаре. Благо было на кого бросить, оставил это все на Жеку, на брата. И быстрее помчался в Ростов и начал там постепенно разруливать всю эту сложившуюся ситуацию. Параллельно, конечно, еще и в Краснодаре я когда уехал, там наш обивщик потерялся, мы его не могли найти там неделю. Есть на это тоже как бы свои причины у него, я думаю. У меня с алкоголем разговор короткий, я его не... Сейчас уже, слава богу, вернулся, все нормально. И в Краснодаре тоже была непонятка, тоже некому было работать. И вот в таком состоянии я 2 недели в Ростове, не видя ничего вокруг себя, кроме как производства, кроме как перед глазами тех сроков договора мигающих, которые оканчиваются. Даже во сне мне снились клиенты, которые приходят и требуют вернуть им их мебель. В общем, такие страшные сны мне снились. Для меня это на самом деле самый страшный сон, что клиент будет недоволен, что мы не сделаем свою работу как-то плохо, не сделаем ее хорошо. Даже не то, что мне денег не заплатят за эту работу или еще что-то там. Самое страшное — это то, что клиент будет недоволен. Репутационные потери какие-то. Вот это самое неприятное, наверное, для меня. И я пытался всячески этого избежать и решить как-то разрулить ситуацию. Вроде как самые острые заказы мы раскидали, и на это потребовалось у меня 2 недели. А через 2 недели, как мы договаривались, мой московский партнер должен был, Архан, мой друг, он должен был как бы запланировано улететь в отпуск, уехать в отпуск, так как он здесь, в Москве, уже находится год и без всяких нормальных выходных, отпусков, просто здесь работает, вкалывает. Тут он красавчик, большое ему спасибо за это. Всем людям надо отдыхать, и мы запланировали так, что на конец августа он
все-таки поедет в отпуск на недели-две, где-то так. Но мы тогда не знали, что у меня по всем остальным фронтам будут вот такие вот, ждут такие передряги. Но тем не менее, билеты уже куплены, все уже, отпуск запланирован. И мне пришлось бросить на полпути решение ростовский цех, краснодарский цех и ехать сюда, в Москву, чтобы здесь нормально работающее предприятие тоже не загибло. И вот 2 недели я уже нахожусь здесь, в Москве, рулю цехом, езжу по замерам, делаю продажи, чтобы обеспечить цех работой. В общем, взял на себя обязанности управляющего. Приехал на московское производство. Сейчас посмотрим, как там дела. О, уже упаковка идет. Здорово, Чё, какие планы? И параллельно в свободные минутки по вечерам или еще когда-то пытаюсь уделить внимание Ростову, Краснодару. Знаю, что мне предстоит сегодня тяжелая работа. Делал зарядку. Это немножко поднимает настроение, придает энергии. И иду побеждать этот день. И вопрос: зачем я открываю новый цех в Краснодаре в тот момент, когда у меня в других городах не все налажено на 100%. Во-первых, потому что ты не можешь быть уверенным в том, что у тебя все действительно налажено на 100%. Или если ты в этом уверен, значит ты заблуждаешься. Потому что видимая надежность каких-то людей, она может раствориться в один день. А делаю это потому, что мне нравится это делать, нравятся вот такие вот цели, они меня драйвят, да, как говорится. Мне нравится сам процесс зарождения чего-то нового, когда ты приезжаешь и на пустом месте у тебя бам-бам, и ты выстраиваешь какую-то экономическую систему, можно так сказать, рабочие места, делаешь какой-то продукт с нуля на пустом месте. Такой творческий процесс, и он захватывает, вот он мне нравится. В этот момент я и чувствую, что это и есть жизнь настоящая, и я чувствую себя живым в этот момент, я чувствую, что я полезно проживаю каждый день своей жизни, не трачу время впустую. В тот момент, когда, например, я бы мог сесть и сидеть просто на работающем бизнесе, получать какую-то прибыль, но в эти дни, когда я сижу и просто администрирую рабочий бизнес, сижу в одном городе, сижу на одном месте, у меня какое-то появляется чувство, что жизнь проходит мимо, что дни просто вот так пыхают впустую, и мне жалко, что ли, становится. Вот такое, может быть, не самое веселое видео у меня получилось, но я просто хотел зафиксировать свое состояние в своем видеодневнике. Не знаю, будет ли это кому-то интересно смотреть, ведь не всегда дела идут гладко, и, возможно, в ком-то мои слова и моя ситуация найдут отклик. Сегодня я не буду напрашиваться на всеобщую поддержку, а наоборот попрошу вас написать в комментариях свои истории, когда вы оказывались в подобных ситуациях и как вы с ними справлялись. Или, может быть, справляетесь сейчас. А я вам с удовольствием отвечу, и мы сможем пообщаться на эту тему уже в комментариях. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Всех обнял. До новых встреч. Пока.